Всем привет! Вы на канале Pop Music. Меня зовут Настя, и сегодня у нас на обзоре MIDI-клавиатуры Icon. На столе у нас лежит клавиатура iKeyboard X. Также в данной линейке представлены клавиатуры 4 Mini и Nano. Клавиатура быстро и легко коннектится с любой программой, в которой мы пишем музыку. В комплекте идет USB-провод Type-B, инструкция по быстрому подключению MIDI-клавиатуры к DAW и также код активации программы для редактирования музыки Bitwig. На задней панели расположен разъем USB, 2 разъема для подключения педали сустейна и экспрессии и разъем для подключения питания. Спереди располагается транспортная панель. Также здесь есть сенсорный датчик для управления панорамой, громкостью звука. Также можно по MIDI сюда настроить любую функцию. Как обычно, колесо питча и колесо модуляции. И также здесь располагается назначаемый джог. На MIDI-клавиатуре 37 клавиш, чувствительных к степени нажатия, которые близки по ощущениям к фортепианному. Давайте сыграем с большой динамикой и проверим, так ли это. Клавиши средней степени тяжести, играть на них довольно-таки удобно. Конечно, не один в один с фортепиано, но в целом для повседневной игры супер. Давайте подробнее рассмотрим транспортную панель. Здесь очень удобно управлять вашей DAW с помощью кнопок на панели. Допустим, можно менять громкость инструмента с помощью джога. Мы крутим колесо вправо, и у нас громкость прибавляется, соответственно, крутим влево, громкость уменьшается. И если нажать на джог, то наша громкость сбросится к громкости по умолчанию. Если нажать на кнопку Flip, у нас поменяется функция джога, и уже мы звук сможем расставлять по панораме. То есть, соответственно, вправо и влево. Приходится очень долго крутить колесо. И, соответственно, нажимаем джог и сбрасываем к настройкам по умолчанию. Кроме того, здесь есть отдельная кнопка джог, которая добавляет нам третью функцию, с помощью которой мы можем передвигаться по таймлайну в проекте. Еще из интересного, здесь есть сенсорная панель, с помощью которого мы можем регулировать громкость всего проекта. Вот у нас меняется громкость. Чтобы отрегулировать громкость всего проекта, мы нажимаем на мастер, регулируем громкость мастера. И чтобы регулировать громкость отдельной дорожки, также с помощью этой сенсорной панели, мы отжимаем мастер и регулируем громкость дорожки. Также на навигационной панели присутствуют кнопки переключения между дорожками, кнопки записи, воспроизведения, остановки, зацикливания фрагмента, переключения между октавами, транспонирование звуков или мелодии, и также изменения питча и модуляции. И сейчас мы попробуем записать небольшой музыкальный фрагмент, используя только MIDI-клавиатуру. Я постараюсь не прикасаться к ноутбуку. Мы будем использовать только навигационные кнопки. Поехали!
Далее перейдем к записи барабанов. С помощью кнопки выбора дорожки переходим к следующей дорожке, нажимаем «Запись» и поехали. Мы записали барабаны и продублировали их. Теперь переходим к басу. И теперь сыграем мелодию на записанный фрагмент. А теперь рассмотрим MIDI-клавиатуры из этой же серии, но более упрощенные. На модели Nano также присутствуют два разъема для подключения педалей сустейна и экспрессии, USB-выход Type-B и разъем для подключения питания. А на малыше мини помимо MIDI-разъема присутствует только USB-порт Type-B и подключение питания. На клавиатуре Nano мы видим кнопки транспонирования и переключения между октавами. Также здесь есть джок и колесо питча и колесо модуляции. На клавиатуре модели мини мы видим джойстик, с помощью которого мы можем управлять модуляцией и высотой тона. Также здесь можно переключаться между октавами, транспонировать звуки. Вместо педали сустейна здесь присутствует кнопка. Здесь добавлена также функция, которой нет в обеих клавиатурах серии iKeyboard. Это функция Arpeggio. Что касается чувствительности клавиш, у модели Nano чувствительность точно такая же, как и у модели X. На модели Mini клавиши уменьшенного размера, и по степени нажатия они гораздо легче, чем клавиши на других моделях. Все клавиши данной серии оформлены в едином дизайне, и вы можете подобрать ту MIDI-клавиатуру, которая подходит именно под ваш бюджет и под вашу домашнюю студию или концерты, конкретно под ваши задачи. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих инструментов. Ну а с вами была Настя, это канал Pop Music. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И подписывайтесь на канал. Всем пока! Keyboard X, 4 мини и Nano. Все правильно сказал. Так волнуюсь. Ну, а я была Настя. А завтра не знаю, кем буду.